Когда они вошли в зал и отыскали свои места, оказавшиеся в средних рядах амфитеатра, Лена уже сидела в ложе. Кивнула Смолину сверху. Ее родители, особенно мать, довольно пристально разглядывали его. Люстры медленно меркли, погружая зрительный зал в полумрак. «Почему я не обрадовался этой встрече?» – думал Смолин, удобнее устраиваясь в кресле. «Вообще-то обрадован, но не так, как она, гораздо меньше. Я словно насторожен». Уже раздвинулся занавес, и конферансье, разгуливая по сцене с микрофоном в руке, говорил бойко, заучно. Публика смеялась, аплодировала его остротам, а Смолин все еще пытался разобраться в сумятице чувств, происходившей в его душе. «Это кто?» – прошептал ему на ухо Иващенко, все время державший ложу под прицелом. «Где?» – не понял Смолин. «Да не на сцене, там!» Смолин осторожно приподнял глаза. В ложе только что появился Альберт Кириллович. Приветливо встреченный родителями Лены, он сел рядом с ней, шепча что-то ей, видимо, оправдываясь за опоздание. Прикладывал вчетверо сложенный носовой платок к вискам. В семье Бахтиных, судя по всему, Альберт Кириллович был своим человеком. «Ну, хорош бы я был сейчас, если бы согласился пойти с ней в ложу. Игра в женихов все еще продолжается». «Брат?» – спрашивал Иващенко. «Что? Брат ее? Откуда я знаю?» «Все ясно, не брат, ну чё ж на меня-то рычать?» На них сзади зашикали. В антракте Смолин, стараясь не встречаться взглядом с Леной, вышел из зала и сразу же направился в курительную комнату. Иващенко шел рядом, чуть насмешливо и с интересом поглядывая на друга. «А как же она? Просила разыскать. Обязательно, обязательно!» Он не терял надежду познакомиться с диктором телевидения. В его обширной коллекции знакомых такая еще не значилась. «Да отвяжись ты! Она же дурила явно неравнодушна к тебе!» Они остановились у окна и достали сигареты. Комната быстро наполнялась курильщиками. «Как тебе концерт?» – спросил Иващенко. «Можно было и не ходить». «Я тоже ожидал большего». Он выдохнул изо рта сизое колечко и, прежде чем оно успело раствориться в зыбком воздухе, пропустил через него тугую струю дыма. Заговорил совсем иным тоном. «Ее отца я давно знаю. Он летал со мной в Москву. Ничего, мужик, вежливый. Зашел в кабину и поздоровался со всеми за руку. Расспрашивал, трудна ли пилотская служба, не обижает ли нас начальство по части квартир и путевок в санатории. Обстоятельный мужик, толковый». Смолин выкурил сигарету и потянулся за второй. «Это еще зачем?» Иващенко решительно отнял у него пачку. «Идем отсюда, идем. Видишь, топор можно вешать». В вестибюле первого этажа они увидели Бахтиных, медленно прогуливающихся по кругу. Альберт Кириллович был с ними. Они оживленно разговаривали, обменивались впечатлениями о концерте. Тучный администратор приблизился к ним. «Петр Иванович, извините», — обратился он к Бахтину. «Вас просят к телефону из Сенежского района». «Из Сенежского?» «Да, спасибо». «Петя, ты, надеюсь, недолго?» – спросила его жена. «Постараюсь. Наверное, сенежцев опять подводит автоколонна. Хлеб скопился». «Ох, в кои-то века выбрались отдохнуть». Бахтин скрылся в администраторской. Альберт Кириллович, оставшись с женщинами, подхватил их под локоть и снова повел по кругу. Лена оглядывалась, несомненно разыскивая в толпе Смолина, но он, стараясь держаться за колоннами, шагнул к гардеробу. «Ты куда?» – удивился Иващенко. «Сейчас третий звонок». «Не хочу больше. Пройдусь по улице». «Ну, значит, и я с тобой.